Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно неких телодвижений русскоязычного и, наверное, в будущем не только комьюнити. Что у нас тут происходит? Помните историю с ГУЛАГом? Так вот, эта история может в кавычках повториться. Не в том плане то, что новичков будут увозить, добывать различные камушки и все остальное, а то, что новое движение. Торгоид Life Matter. Сокращенно ТЛМ. По-русски «Жизни торгоидов важны». Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали. Что у нас, собственно, сейчас происходит в игре? В игре сами разработчики, можно сказать, заставляют нас гасить торгоидов. Некоторые игроки хотят с этим бороться и защищать торгоидов. Но не все так у нас получается просто. Просто удачи вам участвовать в дальнейших целях сообществах по уничтожению торгоидов, потому что вас будут, скорее всего, сторожить. И сторожить вас будут не просто игроки, которые бьются за идею, а ганкеры, которые прикрываются данной идеей, просто мое почтение, нашли оправдание своим действиям. Еще в чем прикол? Они будут летать не по одному, а крыльями, одним, двумя, неважно. Прикол в том, что в основном, когда вы фармите торгоидов, вы используете корабли с очень такими, знаете, интересными фитами. Возможно, у вас даже они будут без щитов. И вы просто будете, беззащитны перед такой атакой. Вам либо ракетами вынесут движки, либо рельсы на всех пробития вынесут силовую ФСД. В общем, глумиться, друзья, над вами будут по полной программе. Собственно, что делать-то? Конечно же, бежать в соло. Нет. Не нужно играть в соло. Нужно играть, друзья, исключительно в опене, как по мне. Так гораздо интереснее и веселее. Но нужно быть морально готовым к тому, что вас могут разнести просто в щепки, и вы потеряете корабль. В любом случае, с одной зоны конфликта у Фрагаута либо Маджестика вы вытащите гораздо больше денег, нежели вы потеряете, скажем, тот же самый катер либо корвет. Нет, если хотите, можете идти в соло. Только там не будет других игроков, которые помогут закрывать вам быстрее данную штучку под названием торгоидская зона конфликта. Там в конце появляются две гидры. Вы их не осилите в соло, даже при условии то, что вам будет помогать NPC. Ну что мне делать? Они не дают мне фармить, не дают мне заработать, меня убивают вчетвером на одного, что же делать? Объединяться. Не совсем это, конечно. Если ганкеры объединились под таким кличем, движением ТЛМ, то почему бы вам, мои дорогие любители ПВЕ контента, не хотя бы просто подготовиться к возможности того, что вас будут атаковать? Сейчас объясню, что я имею в виду. Вчера был 5-часовой стрим по торгоидам. Я сейчас долго буду подводить, чтобы вы понимали. У меня был корвет с щитами. Да, целых 400 или 300 единиц щита. Учитывая количество людей, которое было в данной зоне конфликта, по мне практически не велся огонь от торгоида. Вообще. То есть, в принципе, вариант на тихоходном корабле, на корпусе с теплоотводом хорошая идея, если бы не это движение. Переделываем корабли, учитывая данную ситуацию. Сейчас объясню как. Плюс, очень важный момент. Торгоид хоть и иногда там постреливал по мне, но торгоидский рой вообще нет. Целесообразность установки зенитных орудий? Под вопросом в таких мероприятиях. Поставьте что-нибудь другое. Что-нибудь поинтереснее, что-нибудь против игрока, скажем. Почему бы и нет? Но у вас могут быть корабли, у которых мало орудийных слотов, туда еле влезает пучок на теплоотвод, орудия стражи, ясно. Люди, которые боготворят чифтейны, которые боготворят крайты в этом плане, да, корабли действительно хорошие для антиксена мероприятий, но прикол в том, что они картонные, в том плане, если на них налетит игрок. Там не сделать большое количество щита. А вам, друзья, скорее всего, придется делать щит и придется ставить банки, чтобы, если будет такая ситуация, как вот вчера на стриме, чтобы вы могли хотя бы продержаться какое-то время. Но вопрос, чем по ним стрелять, если у вас вооружение стражей? Люди, которые хотят ПВЕ контента спокойно, чтобы вас не убивали, не мешали. Вас, возможно, не убьют, но мешать вам будут. Представьте. Нас интересует, скажем, 4 корабля. Да. Анаконда, 7-й щит, 6-е банки. Почему бы и нет? Катер, 7-й щит, 7-е банки.
Анаконда, 8 щит, 8 и 6 банки. Type 10. Я не помню, какой там щит, но максимальное значение восьмерка. Ставьте восьмерочку баночку. В плане вооружения, пучковый лазер на теплоотдачу гимбельный, который вы используете против торгоидов, можете использовать против игрока, который будет на вас налетать. Также сыграем в крысу страшную просто. Ставьте ангар истребителей. Берите истребитель ГУЗ-97, который с пучковыми лазерами. А теперь представьте, против вас 4 фердиланца. Вы на 4, скажем, анакондах, либо корветах, либо, неважно на ком, суть вы поняли, на 4 больших кораблях. У вас есть щит, у вас есть банки. Да, банки вам могут сбить, к сожалению. Но 4 истребителя. Это довольно много. Да, истребители могут зафокусить тем, что они просто-напросто возьмут, выделят его в лог, и рельсы его с расстояния собьют. Такое тоже может быть, не забывайте. Но все же, это лучше, чем просто-напросто кричать и говорить то, что меня убивают, не дают фармить. Касательно внешнего оборудования, поскольку народа обычно там много, и торгует, редко по вам будет стрелять, собирайте немножко другой фит. Делайте 6 усилителей щита и 2 теплоотвода под банки. А если нужно охладиться, когда по вам стреляет торгует, отлетайте подальше от него и стреляйте через пучок с дальним боем на теплоотдачу. Я просто не знаю, что еще придумать, чтобы, так сказать, обезопасить вам данный вид фарма. Пишите свои идеи в комменты. Идея идти в частную группу мою офигенная. Знаете почему? Потому что там тоже есть ганкеры, скорее всего. И да, конечно, не получится собрать корвет таким образом, то, что у вас 7-й мультиконтроллер дронов, где и дрон-сборщик, и дрон-ремонтник, и дрон-очиститель, и разведчик и так далее. Где у вас 7-я АПР-ка, где у вас 7-й щит, 6-й грузовой стеллаж и так далее. Придется ограничить свой фит. Тем лишь только то, что вы поставите дрон-очиститель и грузовой стеллаж. Либо вообще этого не ставите, просто-напросто не попадаться под, так сказать, коррозию торгоида, будь то облако, либо ракета. А если попались, то придется перегревать корабль. Да, у вас призматический щит. Да, вы его потеряете. Когда включите бесшумный ход, то будете перегреваться. Можете попробовать перегреться без бесшумного хода. Но не забывайте, когда вам сносят щиты, когда они у вас теряются, когда они у вас нулевые, перезагрузка починка. И если вы не находитесь в бою, они восстанавливаются до 50%. Да, вот та же самая анаконда. 4 рельсы, во 3 слоты и во 2 по бокам. Остается 4 слота. 4, 3 и 2 первых. В 4 пучок, дальний бой, гимбл. В 3 зенитка, а в 2 первых, я не знаю, рельсу. Либо также пучковые лазеры. Короче, вариант, как это контрить, есть, но я даже не представляю, как это будет выглядеть. Все, что я думаю об этом, как с этим, возможно, вы будете бороться, я рассказал. Пишите свои варианты сборки фитов кораблей, которые вы думаете сдюжат такую ситуацию. Нет, естественно, если у вас есть фиксовый пучок, и вы будете попадать, то ставьте, конечно же, фикс. Я думаю, я в описании под видео кину фиты, скажем, анаконды, корветы, катер, ни на что не претендующие, просто примерно как я вижу данную ситуацию. И для тех людей, которые не перематывают видео и смотрят его полностью, спасибо вам огромное. Следующая информация. Насколько вы знаете, в новостях Галнета были такие моменты, что Salvation нельзя доверять, то, что он что-то как-то мутит воду, какой-то мутный парень, какие-то мутные исследования, мутные испытания. Проект Серов, где испытывали людей и корабли торгоидов, людей подключали к кораблям торгоидов, чтобы люди могли ими управлять. Вдруг Salvation, то самое вселенское зло, а не сами торгоиды. Потому что что? Потому что во время того, когда идет постройка Protoss Wave, в одном месте аккумулируется большое, гигантское количество артефактов стражей, на которые реагируют торгоиды. И таким образом Salvation использует торгоидов в своих целях. И типа данное движение можно охарактеризовать так. Противодействие Salvation. Противодействие игрокам, которые уничтожают торгоидов, потому что типа торгоиды ни в чем не виноваты. Они просто инстинктивно, да, действительно так, летят туда, потому что там много артефактов стражей. В общем, эту тему и теорию можно, так сказать, размусоливать очень долго. Но суть такова. Ганкеры прикрываются Targoid Life Matter. Сокращенно ТЛМ. А вот теперь, друзья мои, все. Пишите, что думаете по поводу всего сказанного в данном видео.
в комментарии. Посмотрим, куда движение это нас выкинет. Сейчас еще, если до фронтира подхватят, и типа появится кто-то там... у нас есть такие, культ дальнего бога называется. И они типа устроят какую-нибудь диверсию на супероружие Pro Tools Wave. Вот будет потеха. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где уже свыше 700 видео. Да, много контента для вас отснял, друзья, и снимать буду еще больше. Как только фронтиры что-то выпустят новое, сразу будет видос, я вас уверяю. Плюс, есть еще и ссылочки на различные плейлисты по данной игре в размере 20-25 штук, я вот не помню сколько просто. Там и обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее. Плюс, будут еще ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа ВК, Дискорд-сервер, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. А скорее всего будет. До встречи.